В этом видео я буду вязать перед маечки. Уже я провела ВТО переда. Вот такая получилась выкройка. Плотность основная изделия 4. Резинка вяжется на 3,3. Я подготовила все для вязания маечки. Начинать буду спереди. Ниточки у меня вот эти вот две полушерстяные слонимского. С этого моточка одна нитка идет, с этого тоже одна. И вот у меня еще третья будет ниточка, вот такая, я не помню, откуда она у меня появилась, но вот такая она красивая, она будет немножко разбавлять этот цвет, будет еще светлее. На фантурах на машинке я выставила для вязания резинки 2/1. Так, по размеру она будет у меня 65 0,65. И вот так вот стоят иголочки, обратите внимание. То есть это начинать я буду так. Но потом все по инструкции. У кого есть инструкция, вяжем как по инструкции резинку. Значит, обнулила счетчик. На каретке я ставлю 0, но вязать саму резинку я буду на плотности 3,3. 60 рядов. На счетчике 60. 60 рядов я провязала резинку на плотности 3×3. И сейчас буду перебрасывать с передней фантуры на заднюю петли. Я перебрасываю вот так. Сейчас. Почему я хочу заострить на этом внимание? В одном из моих видео, там, где я тоже так перебрасывала, мне сделали замечание, что, сказав, что нужно сначала вот эту иглу, эту петлю перебрасывать на вот эту, а вот эту перебрасывать на пустую. Не знаю, может быть, это для того, чтобы вязала машинка, потом лучше переходила на гладь. Я пробовала, сравнивала мой метод и вот с этим, ну, как бы правильным, я так понимаю, моей машинке не принципиально. И по рисунку я не заметила разницу. Но моим способом, вот таким вот, это гораздо быстрее. Поэтому я буду делать перебрасывание петель на заднюю фантуру с передней, вот так, как мне нравится. А вы выбирайте уже свой способ. Так, вот я связала уже 60 рядов резинкой 2×1 на плотности 3,3. Перенесла на заднюю фантуру все петли. Вот моя такая подсказочка, которую я писала, когда вязала вот эту вот маечку. Сейчас я покажу. Сейчас мы переходим на, скажем так, на основной момент нашей майки, вот этой части. Будем вязать гладь на плотности 4. И я обнуляю, чтобы мне было так удобно. И мы вяжем до 80 ряда. На плотности 4, 80 рядов. То есть я беру, сбрасываю счетчик и прямо вяжем 80 рядов. Потом будет у нас запуск выреза. На счетчике 80 рядов мы связали полотно. И сейчас нам нужно будет запускать вот этот вырез. Пройму мы будем запускать чуть-чуть попозже. Сейчас мы начнем запускать вырез. И будем работать сейчас вот с этой стороной, это получается левой. Что делать, допустим, вот с этой, да? Я уже
несколько вариантов пробовала вообще в своей практике. Выводить частичное вязание полностью, да, оно нормально, в принципе. То есть ты выводишь полностью в частичное вязание вот эти вот, эту сторону всю. И вяжешь только левую. Но потом, когда продолжаешь вязать уже вот эту правую сторону, то получается деформация петель. Они как бы растягиваются за счет того, что они были под натяжением и оттягивались. И это некрасиво, это бросается в глаза. Потом я снимала, помню, пробовала снять и навешивать, но это долго. И, в общем, я предлагаю, ну или показываю вам, как я делаю, как я пришла к какому для себя удобному варианту. Я взяла, значит, во второй нити водитель ввела вторую нить, она такая у меня не пушистая. И сейчас я провяжу вручную вот этот ряд этой нитью. Вот так. Да, это немножечко подольше надо будет посидеть, но зато петли будут у нас качественные, и нас ничего не будет смущать. То есть и вот так до конца провязываем вручную. Вот эту всю сторону. В принципе, оно быстро провязывается. И главное до конца доводить. Ну вот, можно, в принципе, оставить и так. Уже иглы стоят в нерабочем положении и провязываться не должны. Но я тоже так пробовала. И потом, когда проходишь кареткой назад, все равно какая-то игла подтягивается, как-то вот так вот выдвигается, и стопорится наш весь процесс. Поэтому я выдвигаю эти все иглы в нерабочее положение. Вот так вот. Только аккуратно, видите. Так, и, ну, я не полностью, не до конца могу. Вот, о, одну спустила. Видите, делайте вот так вот, как я. То есть, если вы планируете выдвигать эти иглы вот это получается в переднее нерабочее положение для частичного вязания, то поддерживайте вот эти длинные петли. Можно все вывести, можно уже вот эти не трогать, потому что они уже как-то кареткой не цепляются. Я не довожу прям до конца каретку сюда. Ну вот. Все, у нас готово. Это сторона для вязания. И обязательно, что мы должны сделать, это поставить рычажки частичного вязания справа и слева. Все делаем медленно, потому что, чтобы потом не переделывать. Самое обидно потом, когда провязал очень много и надо что-то переделывать. Ну и сейчас будем запускать по моей схеме вырез. Я делаю себе вот такой. Я значит, с 4-й иглы переношу на 3-ю петлю, потом снимаю
3 петли и переношу левее. Вот так снимаю. За счет этого будет красивый такой как-то отчетливый край нашего выреза. И провязываю. Так, проверим все. Иглу уводим в нерабочее положение, она уже нам не нужна. И провязываем 2 ряда. Два. И опять. То есть это 82 ряд. Мы пока делаем убавки в каждом втором по одной. Увели и провязываем. О, видите, провязалась. Захватились эти иглы, но мы сразу их так вот выведем. Наверное, я их чуть-чуть подтянула как-то. Так, 84 ряд. И опять мы переносим одну петлю сюда и возвращаем назад. Провязываем 2 ряда. И так до 102 ряда. Наверное, слишком тяжелые грузики, что он так тяжело снимает. 88 ряд. Немножко как-то оно туго, что ли, может снять. Петли, конечно, сами тугие по себе, потому что плотность очень маленькая. Так, и проверяем. Девяностый ряд. Проверяем, чтобы все были задвинуты. Девяносто второй. Девяносто четвертый. Девяносто шестой.
98. Сотый. Второй ряд. 102 ряд, и мы запускаем. Так, пишется там. 102 ряд, и мы запускаем пройму. Вот 102 ряд, мы запускаем 6 петель проймы. И сейчас с этого ряда, да, через 2 мы будем снимать по 2 петли выреза. Так, немножко отодвину, а то мне так неудобно. Навешу коготок. Обычно я, ну, раньше закрывала это так. Раз. Два. Три. 4. 5. 6. Все. Пройму мы закрыли. И сейчас приближу уже. Здесь мы должны уже убавлять по 2 петли. Значит, я беру 2 петли, уже двухушковый декер, переношу сюда. И трехушковым декером. Сейчас, ну, конечно, переношу назад. Так, и провязываем 2 ряда. 2 ряда провязали. Здесь, в принципе, можно повесить коготок, но не знаю. Так, 2 ряда провязали, и мы убавляем по 1 петле. Здесь мы можем тоже сделать красивый такую бабочку, как и на вырезе. Ой. Так. О, мы забыли это. Здесь.
Конечно, если бы была плотнее, толще нитка и плотность была больше, то было бы удобнее и быстрее все это проходило. И рядов меньше было бы, и петель. Но я люблю вот эти вот плотные такие переплетения, они держат форму, поэтому вот так вот я иногда и мучаюсь. Так, провязываем 2 ряда. 106 ряд тоже мы убавляем так, сюда и назад. Так, и здесь тоже мы убавляем 2 петли. Можете, допустим, вот я вот в этом вырезе, вот в этой майке я делала, не так запускала, я просто обычно брала, допустим, ну, у меня был пятиушковый декер, например, вот так, и я перебрасывала на 2. Конечно, так было намного удобнее и легче, чем вот, вот это вот. Но уже я так начала делать, поэтому я должна уже закончить. А вы делайте, как вам удобно. Если кто первый раз, то, конечно, берите и переносите просто петли. Что будете мучиться вот так вот, как я. Они очень сложно переносятся. Даже не схватилась одна. Надеюсь, результат меня порадует. Так. Здесь мы перенесли, здесь мы перенесли. Провязываем. Это 108 ряд. 108 ряд мы тоже делаем. Пройму одну убираем. Здесь 2 убираем. Так. Десятый ряд. Значит, пройму мы уже не трогаем, пока мы вернемся к ней в 130 ряде, когда будем провязывать. А сейчас мы будем каждый второй ряд убирать по 2 петли. Так, ну нет, давайте мы все-таки со следующего ряда будем переносить просто обычно. Я так замучусь. Со 112 надо записать будет, что у меня 112 ряд, чтобы одинаково я делала 112 и поставлю. То, что хотела проэкспериментировать, но нет, я чувствую, что у меня слишком много. И, значит, делаем вот так, просто переносим.
Захотела я изысков. О, 114. Сто 16. 118. 120. 122. 124. 128. 130. И в 130, 132, 134, 136 и 138, ну, или, ну приблизительно по одной петле будем закрывать это вырез, ой, пройма. А здесь мы будем продолжать по 2. Ну, в общем, как вот получится у нас сужение вот это вот. Сейчас посмотрим. Так. 132. Здесь мы опять, ведь я вот так вот подтягиваю полотно, чтобы мне было удобно, потому что оно уже оттягивается. Сюда. Так, ой. Сто 134. Нам нужно оставить количество петель равное тому, сколько мы будем вязать на тех петлях шнур, полый шнур. Можем на 5 в том моем изделии, в той маечке, в которой мы вяжем, там 4 петли. Оно, в принципе, достаточно. Я не хочу, чтобы было сильно толстое. Так. Что у нас тут остается? Остается немного. Будем, наверное, просто перебрасывать сюда.
6 у нас уже будет многовато. Возьмем, наверное, 3-ушковый декер и перебросим вот так вот 2. Вот у нас и получится 4 петли в конце. Ну вот, мы пришли до того момента, где у нас осталось 4 иглы, 4 петли, и с этого момента начинается наш шнур. Давайте сразу мы его запустим, но я подумала, у меня есть майка, я давно ее вязала, там был не полый шнур, а обычное вязание. И я подумала, что в принципе ничего такого, если мы попробуем и сравним, если мы не будем полым шнуром делать, а просто обычным. Я поставила на каретке плотность 2, или может быть даже 1 возьмем, нет, 2 лучше. И просто свяжем обычной гладью, то есть сюда шнур, и заодно и сравним. Отключу счетчик, потому что нам счетчик и не нужен будет. Во-первых, мы вот так вот свяжем гораздо быстрее. Получается, в принципе, одинаково. Так что вот у меня тут растяжимость какая-то пошла не такая. Ну ладно. О. Нужно только контролировать, чтобы провязывали все иглы. И, наверное, скорее всего, повесить сюда грузик. Вот сюда нужен грузик. Ну и вяжем, в принципе. Так, у меня тоже провязалось. Еще провяжу. Закроем. Все, достаточно. Я провязала количество рядов. И закрываю по одному вот так вот, сужаю. Здесь я уже лишний. Ну и все, вот так. Ну вот, переходим мы на вторую часть нашей маечки, то есть на правую сторону. И что мы делаем с этими петлями, которые мы провязывали вручную на бросовую нить? Я их возвращаю назад то есть они у меня за ушками, получается, петли, а мне их надо набросить обратно на начало иголочки, так сказать. Так, я немножко подтягиваю вот так вот вниз. Вот. Это те, которые у нас выставлены в переднее положение. Переднее, как это называется? Ой, не рабочее положение. Переднее нерабочее положение. Ну и вот, мы когда их так выставили, теперь мы можем их вот так поднять. Тоже аккуратно. То есть вернуть те наши петли, и они у нас будут не деформированы. Можем попробовать вот так стянуть. Если хорошо дается нитка, то можем вот так вот стягивать.
Главное, чтобы ничего у нас не упало. Поэтому лучше медленно, потому что петли очень мелкие. И будет обидно, если они сбросятся у нас. Ну, вот так вот мы продолжаем делать. Дальше теперь на иголочку. Лучше не спешить, конечно. Ну вот мы сняли всю нить дополнительную. И аккуратненько проверяя каждую иголочку. Так вот задвигаем в рабочее положение все иглы. Так, и повесим один какой-нибудь грузик, наверное, так по центру. Тут еще один нюанс, вот что. Если мы начнем вязать, как стоит каретка, слева направо, то у нас будет вот этот вот хвостик вот здесь торчать. Потом мы не будем знать, куда его, ну, заправить. Заправить. То есть, ну, мы его заправим, но он все равно будет, может быть, где-то вылазить. И сделаем вот так, отсоединим, то есть, в общем, этой кнопкой у меня открывается вот эта каретка. И получается холостой ход. Переводим каретку на правую сторону. Заправляем нить в каретку. Обязательно поставим, проверим плотность. Плотность обязательно. На каретке у нас должно стоять 4. Так, все, мы заправили. И мы должны вернуть наш счетчик. То есть мы должны все проверить. Медленно проверить, четко, чтобы у нас все. Можем отключить рычажки частичного вязания. И мы возвращаем наш счетчик на 80-й ряд. С этого ряда мы запускали вырез. Так, и начнем запускать вырез. Начнем запускать вырез. Если мы помним, то мы брали такой декер, переставляли на эту сторону петлю и возвращали назад на одну петлю меньше, чтобы получился вот такой вот ярко выраженный бортик. Так, все у нас готово, мы все перепроверили и провязываем 2 ряда. И обязательно доводим до счетчика. Теперь 82 ряд мы опять переносим. Что-то у
у меня не хочет, цепляется. Провязываем 2 ряда. 84 ряд. Ну и вот я уже себе как бы отметила и показываю вам, что вырез у нас будет в 80, то есть по одной петле через 2 ряда до 102 ряда. Со 102 ряда мы начинаем уменьшать по 2 петли. Значит, сейчас прогоняем до 102 ряда, по одной петле уменьшаем. Ага, да, и в 102 ряду у нас будет пройма, запускание проймы. Я все делаю вот так вот медленно, потому что, ну, я не хочу перевязывать потом. Скажу вот честно, поэтому бывает такое, что все, погнали. Ага. И лучше не разговаривать еще к тому же. Уже когда провязываешь вот эту полочку, ну, точнее сторону, она уже легче перекидывается. Второй ряд, и мы помним, что мы начинаем тут убавлять по 2 петли, а здесь мы запускаем пройму. Пройму сразу мы убираем 6 петель. Все делаю как и на той стороне. Так, это у меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, это и 6. 1, 2, 5. И вот это будет 6-я. То есть я 6 убрала петель. 6 петель убрала с проймы. А здесь у нас, если вы помните, то я экспериментировала сначала сюда, мучила так эти петли бедные, а потом назад. Так не делайте, конечно. Я уже буду по рисунку делать до 112 ряда, а вы переносите обычно, потому что очень сложно вот эти петли маленькие переносить. Так, 104 ряд. 104 ряд, и у нас здесь уменьшение на 1. А здесь на 2.
шестой ряд. Здесь на одну. Здесь на 2. Восьмой ряд. Здесь на одну. Здесь на 2. Вырез на 2. Мы уже до конца будем по 2 переносить через 2 ряда. Так. Все. И теперь только продолжаем до 130 ряда, только вырез уменьшать по 2. И то до 100 я 12 ряда, пока вот так делаю по рисунку, по вот этому вот. То есть оно, в принципе, очень красиво вот так вот, но не для этой плотности. Вот тут я пошла, ну тоже вот как бы нормально, косичка такая видна, а здесь она как бы закрывается под этим жгутиком, оказывается. С этой стороны удобнее, конечно же, но лучше так не делать. Во-первых, и дольше, и прям мучаешь эти петли бедные. 112. А, вот, 112, все. У меня до 112, не помню, включительно или нет, но не важно уже. Я беру пятиушковый дейкер, все, сейчас пойдет у меня веселее работа. Так. До 130 так рядом. Прогоняем. Снимаем фон. Периодически, конечно, проверяем нить, чтобы все шло четко. Точнее, не периодически, а лучше постоянно это делать. То есть много чего надо контролировать. Грузики тоже, если надо, перевешиваем. Уже когда чувствуем, что полотно слишком так оттягивается, можно заменить поменьше грузиком или вообще снять грузики. Пока маленький поставила. Ну вот, я дошла до 30 ряда, и мы опять уменьшаем, отсюда мы уменьшаем 2 вырез. Пройма, где мы уменьшаем по одному. Вот, я не помню, как я там уменьшала. Сейчас, подождите, посмотрю. Наверное, так и уменьшала здесь. Да, вот этой вот красивым методом, способом. Возьму, наверное, еще грузик, тоже слишком
оттягивается. Здесь 2, а здесь 1. И так до того момента, когда останется у нас 4 петли. Для вязания обязательно доходить до конца. Для вязания шнура. Ой, так, это не то. Вот это вот. Здесь у нас получается как-то на 1 меньше. Ну и ничего страшного. Так, и возьмем теперь 3 школы Деккера и перенесем вот так. Все, мы закончили. Осталось у нас, мы можем отключить счетчик и просто вязать шнур, который, ну, обычный, гладью. И вспомните, мы ставили плотность 2. Все. И, конечно, смотреть, чтобы все провязывалось. Вот крайние петли, они любят что-то не провязываться. Ну что, или это слишком много, или мало, или много, или мало этого оттяжки. Сейчас надо смотреть. Скорее всего, многовато. Снимем полотно с гребенки. Так. Все, видите, как сразу поменялось. Оно сразу пошло вот идеально вязать. Так, ну да, надо все равно перепроверять и быстро не делать. Иногда бывает, что не довязываем. Поэтому нужно вот так вот, скажем так, подтягивать. Может даже, ну, лишнее. Ну и вот вяжем приблизительно длину вот такой вот шлеечки. Ну просто вот так вот снимаем, я снимаю вот так немножко, прикладываю, сколько еще. Там не важно, прям не надо в точности, чтобы было столько рядов. Нет, приблизительно. Ничего страшного, если будет одна шлеечка. Но мы же будем завязывать потом. Не будет спадать кончики эти. Поэтому будет все красиво и так. Вот видите, я убрала грузики и вообще отлично стала вязать. Сняла я все грузики и полностью мы довязали наш перед. Посмотрите, как замечательно получилось все у нас. Нитка такая интересная, потому что она комбинирована, и получился вот такой вот рисунок. Ну, эту маечку, я думаю, не будет портить. Тут, наверное, что-то ниточка розовая какая-то попалась. Посмотрим, как получилось. Вот получился наш вырез.
Вот я уже прикладывала к этой маечке. Все так же. Когда она пройдет ВТО, я думаю, мы еще раз сравним. Но пока все идеально одинаково, как и по вот этой вот выкройке. Так, и по поводу вот то, что я говорила, нет вот этого вот перехода. И здесь нет никакого вот перехода, где мы брали, где мы вязали одну сторону, потом другую. Тут то же самое. Все петли ровные. Отлично.